человек. Вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Человек – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Человек – это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Все остальное лишь дело его рук и его мозга. Человек. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Это звучит гордо. Перерыв. Так мы можем пообедать. Можете. Благодарствую. Оленька, пойдемте. Мариса, извини, да. Вы опять срываете репетицию. Ну, не дается мне Сатин. Вот играю и понимаю, что все не туда. Вам нужно поверить в чуткость публики. Вас тяжело слушать. Зритель по мимике и жесту уже давно понял, что вы хотите ему сказать. Нет, вы продолжаете играть эту подробность. И тон держите бодрый, легкий, нервный. То есть с нервом. Беспечный и нервный. Легкий и беспечный. Представьте себе темный, холодный полуподвал. И за одну монету вас могут пустить переночевать под нарами. Без подушки, без одеяла. А у вас всего одна монета. Хотел бы я посмотреть на вашу легкость после такой ночи. Босяки кто? Такие же люди, как мы с вами. Такие да не такие. Мы с вами изнежены благополучием. Из любой проблемы раздуваем трагедию. Неужели вы не видите, что герои Горького при всех их бедах сохраняют бодрость духа, вкус к жизни? При всем своем уважении. Нет, не вижу. Потому что в жизни такого не бывает. А мы с вами создавали театр, который должен нести людям правду жизни. Что такое правда жизни, вы все равно не знаете. Да и цензура не пропустит нас с этой вашей правдой. Владимир Иванович, а вы знакомы с тем самым мастером острого репортажа? Гелеровский, кажется. Знаком. Я слышал, он водит экскурсии на Хитровку. Вы что, хотите отправиться на экскурсию по этим злачным местам? Познакомьте нас. Говорят, он знает Хитровку и ее обитателей лучше, чем кто-либо. Да, Горький тоже жил среди босяков, но судьбы своих героев он наметил слишком пунктирно. Но не хватает мне этого для Сатина. Хорошо. Прошу прощения, мест нет. А у меня здесь назначена встреча с Немировичем Данченко, Владимиром Ивановичем.
Владимир Алексеевич, дорогой Константин Сергеевич, прошу любить и жаловать. Владимир Алексеевич Гелеровский, журналист, писатель, знаменитый исследователь московских трущоб. Очень рад. Станиславский. Прошу. Спасибо. Меню? Премного наслышан о вас. Талантливый актер, режиссер. О вашем театре уже слагают легенды. Благодарю. Вы слишком добры. Владимир Иванович сказал, что вы взялись за новую пьесу Горького о босиках. Замечательная идея. Именно поэтому я очень хочу побывать на Хитровке. Вы можете меня туда отвезти? Могу, но должен сразу предупредить. Это очень опасное место. Хитровка – это не только нищие пропойцы. Там скрываются беглые каторжане, бандиты и убийцы. Я сам на Хитровку без кастета и без кнута не хожу. Жуткое место. Владимир Алексеевич, я читал ваши замечательные репортажи о Хитровке, и мне показалось, что такое может написать только человек, который искренне ее любит. Окститесь, как же такое можно любить? Нет, Константин Сергеевич прав. На Хитровке царит насилие и собраны все пороки мира, но вряд ли вы найдете более свободное место. Человек здесь всегда сам выбирает, как поступить. Завораживает, знаете ли. Значит, идем? А я вас не напугал? Пожалуй, я рискну. Господа, готовы сделать заказ? А консоме с ноклями, крепинеты из дичи и бутылку лафита. А мне отварной тюрбо с голландским соусом и бутылку рейнвейна. Здесь, кстати, подают великолепный сальпикон на хрустадах. Очень рекомендую. Да, замечательно. А я, пожалуй, кислых щей. У нас, к сожалению, щи не подают. Могу предложить суп. Лизинованный с фаршированными огурцами. Пожалуй, откажусь. А может, у вас найдется телячий студень со сметаной? Это найдем. И водочки. А теперь держите карманы. Вмиг обчистим. А еще могут и ножом пырнуть. Вот сюда можно пройти. Подходим, покупаем горшки. Аккуратно, куда прешь. Честники покупаем. Разойдись! Разойдись! Birinci sor. Ucuz satıra. Только привезли. Все, первый договорились, моя эта вещь. Заворачивай, беру. Заворачивай. Посмотри, какой товар. Не пожалеешь. Туда. Новое сочинение графа Толстого. Новая драма Толстого. Тихо. Пойдем. Хорошее вино покупаем. Не пожалеешь. Да не стесняйся, не проходи мимо. Бери самого. Ну что, Константин Сергеевич, пойдемте, я вам ночлежку покажу.
Пойдемте. Прошу. Называется «Свиной дом». По имени хозяина свинина. Туда даже полиция носа не сует. Занятное место. Я хорошая девушка, а ты под присягу пойди. Ну вот, смотрите. Пойдемте. А я же был певчим собор. Давай, ну. Ноги лета Владимиру Алексеевичу! Спасибо, братец, спасибо. Глядь сюда! Здорово. Водки! Всем! После пожара 12 года генерал Хитрово построил замечательную площадь. Палисадники, скверы. Потом пристроили один рынок, другой. Появились бездомные, бродяги, безработные. И вот имеем то, что имеем. Почему не сносят? Кулаков, хозяин самой большой ночлежки. Он же друг генерал-губернатора. А это, сами понимаете... Ну что, добро пожаловать в трактир «Каторга», пристанище разбойников, воров и беглых. Прошу. Ой, эй! Так, прибери здесь. Полбутылки водки и печеные яйца на закуску. И что, вы их всех знаете? Ну, конечно, не всех, но кое-кого знаю. А вон, посмотрите. Вот скажите, сколько лет этой женщине? Боюсь предположить. На вид старуха. А ей всего 22 года. С 8 лет занимается проституцией. Каждого своего нового ребенка продает попрошайкам. А деньги тут же спускает на водку. Продает? Да. Здесь на хитровке дети самый ходовой товар. Их с рождения отдают в аренду нищим. Последнюю неделю Великого Поста новорожденный ребеночек, что по крикости, уходит по четвертаку. 3-леток – гривенник. Бывало так, что ребенок уже с утра умер на руках у нищей, а она все ходит за подаянием до ночи. А это кто? Это Ксения Андреевна. По-простому княжна. Почему княжна? Потому что из настоящих аристократов. Как же она здесь очутилась? Отец ее разорился. Она, девочка, оказалась на хитровке. Чтобы не умереть с голоду, научилась воровать, так и прижилась. А сейчас она маруха самого уважаемого здесь вора. Балдоха. Простите, как вы сказали, маруха? Ну, любовница или содержанка, как вам угодно. Он на каторге, она его ждет. Любит его? Да кто же ее знает?
Владимир Алексеевич, познакомьте нас. Я смотрю, вы тоже не можете устоять перед ее обаянием. Сейчас. Княжна! Подойди! А иди сюда! Ну, здравствуй, княжна. И вам не хворать. Присаживайся. Ну, как дела? Все по карманам шаришь? Дядь Геля, ну что ты? При чужих людях ты меня не позорь. Ну, а когда ты своей правды-то стеснялась? Вот познакомься. Константин Сергеевич Станиславский. Наш великий режиссер. Слышала про него? Нет, не слышала. А что? Захотелось пощекотать нервы пороком? Пощекотать нервы? Можно и так сказать. Дядь Геляй, надоели твои любопытствующие. Ходят на нас посмотреть, как в зверинец. Я не как в зверинец. Мне помощь нужна. Можем помочь обчистить ваши карманы. Нет, правда. Я вот, например, хочу узнать, какой вот этот человек. Зачем? Да и не получится ничего. Что у вас может быть общего? Вот в этом-то все и дело. В спектакле я играю пьяницу. И мне во что бы то ни стало, нужно уловить, какой он настоящий. Вот, послушайте. Человек за все платит сам. За веру, за неверие, за ум, за любовь. Поэтому он свободен. Вот что такое человек? Человек — это не ты, не я, не они, нет. Человек — это ты, я, они, Наполеон, Магомед в одном. Это огромно. Человек — это великолепно. Это звучит гордо. Это все неправда. Что? Ну как вот у вас? Человек — это звучит гордо. Смотрите на нас. Разве здесь может человек звучать гордо? Говори вы это с издевкой, с усмешкой. Я, быть может, вам и поверила бы. Будь здоров, дядь Геляй! Что происходит? Облава! Сейчас все полезут на крышу пережидать, но нам туда ходить не следует. Пойдемте-ка я вас с одним приинтереснейшим человеком познакомлю. Пойдемте. Здесь живет настоящий индиец, зовут Раджа. Но я думаю, что это прозвище. Настоящее имя никто не знает. Индиец? Да, гордо именует себя сикхом. У него потрясающий красный тюрбан, который он никогда не снимает. Мне кажется, что он в нем спит. Как же его занесло в Россию? А кто его знает? Он о себе ничего не рассказывает. Призагадочная личность. Дом изнутри похож на пещеру 40 разбойников из сказки «Тысяча и одна ночь». Мы с ним иногда в шахматы играем. Владимир Алексеевич, мне кажется, дверь открыта. Открыто? Странно. Ну, раз открыто, давайте войдем.
Что с ним? Мертвый. Надо полицию вызывать. Шишок! Рудникова позови. Что, Раджу наконец замочили? Язык прикуси, шевели пятками. Ну, показывай, куда идти. Я здесь никогда не был. Вот сюда. Майков, жди меня здесь. Так. А вы, уважаемый, кто такой? Здесь предполагаемое место преступления. Здесь посторонних не должно быть. Это со мной Константин Сергеевич Станиславский, великий режиссер. Значит, очередной экскурсант. Ради бога, только руками здесь ничего не трогайте. Пойдем. Значит, скончался Раджа. Царство небесное. Ну или что там у них положено. Вот, Федор, посмотри. Вот. Владимир Алексеевич, вот ты вытащил меня из приятного общества. А что за спешка-то? Ну, труп подождал бы пару-тройку часов, кажется, никуда бы не делся. Ага. Я вот думаю, кто мог его убить? Нет, он, конечно, вел всякие сомнительные дела с хитровцами, но… Да, у хитровцев все просто. Финка, тесак, топор. А здесь орудие убийства. Зубочистка какая-то. Да? Зубочистка? Владимир Алексеевич, что это? Руками не трогайте. Ну, что? Украшение какое-то. Так оно же не на гвоздике висит. Оно воткнуто прямо в стену. А какая разница? У Раджи тут лавка восточных древностей. Каких только чудес нет. И все-таки, кто его мог убить? Не могу предположить, что у такого человека, как Раджа, не было врагов. Чего ты от меня хочешь? Замок не взломан, значит, не грабеж. Следов борьбы нет, а пропало что или не пропало, тут черт ногу сломит. Да, много добра. А если это кто-то из его знакомых? Может, он сам его впустил? Вот ты кого из его знакомых знаешь? А ты много ли его знакомых знаешь? Да, пожалуй, никого. Угу. Так вот и я, кроме тебя, никого. Ты сам мне рассказывал о ваших шахматных партиях. Может, ты его и убил из-за проигранной шахматной партии? Ну, признавайся, ты убил? Смешно. Да, смешно. Господа, здесь еще один дротик. Руками только не трогайте. Почему здесь? Ну, почему? Убийца промахнулся. Владимир Алексеевич, не лез бы ты в следователя, а? Я без тебя как-нибудь разберусь. Федор Иванович, я возьму это и потом сразу уйдем. Да бери, на кой он мне нужен? Майков! Значит так, здесь все обыскать, а потом закрыть и никого не пускать. А птицу заберите, а то подохнет. Исполнять. Постойте. Посмотрите, кто это? Ну, как кто? Раджа собственной персоной. Да, больше 10 лет прошло, а он совсем не изменился. И он плавал на пароходе «Петербург»? Ну, кто его знает? Может, и плавал. Его жизнь – это тайна. А теперь она вообще канет в лету. Пойдемте. И что теперь? Убийцу найдут? Навряд ли. Я думаю, родственников у Раджи нет. Скоро его имущество разойдется по кабинетам, и о нем благополучно забудут. Но дело-то прелюбопытнейшее. Во-первых, нужно разобраться,
Что это за таинственная зубочистка? И разве можно умереть от такой маленькой ранки? Постойте. Посмотрите внимательнее. Острый конец другого цвета. Может быть, он смазан чем-то? Возможно. Я знаю, кто нам поможет разобраться. Профессор! Вечно его где-то носит. Профессор! Куда он подевался? Профессор! Геляй, ты что ли? Я? Ну что ты как не родной? Проходи. Сейчас спущусь. Вот, профессор, познакомьтесь. Константин Сергеевич Станиславский, режиссер. И актер? Да, великолепный актер. Основатель Московского художественного театра. А это Агафон Спиридонович Штрассенмайер. Доктор. Можно просто профессор. Вот, посмотри какой. Красавец. Свеженький. Всего 3 часа как прирезали. Профессор, а ты не боишься, что его искать будут? Ну, пока спохватятся, от него уже ничего не останется. Профессор, 5 копеек не хватает. Через 2 дня зайди. Сейчас нет ни гроша. Скряга. Так, Нутис. А что вы делаете? Ну, чем занимается режиссер? Репетирует. А я хирург, мне тоже надо репетировать. Если что-то надо отрезать, обращайтесь. Профессор, мы тут тебе одну любопытную вещицу принесли. Спорим, что ты меня сейчас ничем не удивишь. О! Похоже, я проиграл. А? Спрашивать, откуда это у вас, видимо, смысла нет. Как вы думаете, этим можно убить человека? Зависит от того, чем эта штука пропитана. И? Мне нужно время. Дня 2, 3. Но без гарантий. Хорошо. Зайду через 2 дня. Счастливо. Пойдемте, Константин Сергеевич. Истопник опять напился. Так наймите другого. А другому придется платить 2 раза больше. Не забывайте, если мы хотим удержать ведущих актеров в этот сезон, им надо поднять оклад. А цены, между тем, на все растут. Только на дрова мы потратим 3000 рублей. При этом не забывайте еще о гонорарах авторам. Горькому я уже выплатил аванс. Возьмите мой режиссерский гонорар. А вам в «Трех сестрах» варенье из крыжовника на сцену подавай. Мало того, что его не найдешь нигде, так оно еще и стоит целое состояние. Владимир Иванович, ну вы же режиссер. А Чехов говорил, что крыжовник – любимая ягода Вершинина. Никто из зала не видит, какое варенье Вершинин ест на сцене. А я вижу. И, кстати, этот ваш сторож новый, как его? Колотушкин? Он шепелявит. И что? Как и что? Как такой человек вообще может служить в театре? Это же театр. Константин Сергеевич, у нас цензура на дне не пропускает. А вы мне про Колотушкина. Вот. Послушайте, что пишут. В пьесе совершенно нет сюжета. Присутствует лишь сплошная, беспорядочная беготня. Или вот еще что. Без изменения пьесы Горького не может быть не то, что поставлено, но и просто опубликовано. Непонятно, разрешено
разрешат ли Горькому вообще вернуться в Москву. Я, конечно, написал в полицейский департамент, но… Я прошу меня извинить. Куда вы? У нас же репетиция. Начните без меня. Все мизансцены я расписал. Константин Сергеевич! Любезная, у вас есть белые розы? К сожалению, нет. Дорогой, ну кто дарит белые розы на именины? Лиззи, я же знаю, что любит моя сестра. Да, ты знаешь, но подарок всегда выбираю я. Девушки любят более яркие цвета. Toutes mes excuses, monsieur. Mon Dieu, madame, vous avez un chapeau magnifique. Мерси, мадемуазель. Да, возьми хотя бы красный. Красный – это на языке цветов цвет страсти. Может быть, все-таки белый? Цвет невинности и чистоты? Ксения Андреевна, Пропустите. Я вас не знаю. верните. Андрей, ну что ты можешь Или я знать, позову как городового. Давайте 5, но вот этот смените, пожалуйста. Да, этот на минуту. Еще есть такой. И вот там, по-моему, посвежее, да, Андрей? Да, дорогая, все для тебя. У вас хороший вкус, чудесный цветок. Oh, il y a le porte-monnaie de quelqu'un là. 5 штучек нам должно Quelle быть. perte de porte-monnaie. Что? Где? Господи, мое. Как же это? Андрей, ну вечно ты все теряешь. Да. Неужели вы меня не узнали? Я Константин Станиславский, режиссер. Вчера нас познакомил Гелеровский. По вашей милости, я сегодня осталась без заработка. Увы, я не мог поступить иначе. Позвольте, я приглашу вас на кофе. Если я и пойду пить кофе, точно не с вами. Давайте я вам компенсирую. Сколько нужно? Вы что, просто так собираетесь отдать деньги воровке? Не просто так. За разговор. Ладно. Но кофе я все равно с вами пить не буду. Останови у Хитровского переулка. Странный вы. Кому может быть интересна пьеса о босиках? А что, босяки не люди? Бывшие, отпетые, пропащие. Разве так будут называть людей? Это все больше от страха. Ведь легче отгородиться, чем попытаться понять. Понять что? Почему люди между нормальной жизнью и трущобами выбирают трущобы? Вот вы умеете красиво одеваться. Это не мое платье. Это не важно. Вы умеете вести себя в обществе, вы хорошо владеете французским. Почему вы до сих пор на хитровке? У вас есть все, чтобы жить честной жизнью. Меня воспитала хитровка. Папаша мой в приступе белой горячки пробил моей мамаше голову табуреткой. Так и сгинул потом в Сибири на каторге. А мне 4 года тогда было всего. Кому я была нужна? Первые пару лет я жила у одной старой нищенки. И подворовывала для нее на рынке, чтобы оплатить ночлег. А потом эта женщина умерла. Меня забрали к себе коты. Коты? Сутенеры, по-вашему. Ведь все, что вы сейчас рассказали, все неправда. Да? Неправда. Дальше меня не провожайте. Почему? Чужаков на хитровке не жалуют. А дяди Геляя сейчас с вами нет. Явилась. И я рад тебя видеть. Твоя доля? Там тебя
Рудников дожидается. Велика честь. А что ему нужно? А я почему знаю? Но я б не ходил. От чего же? Грехов за мной нет. Я винта нарезал. Здравствуйте, Федот Иванович. Меня ждете? Тебя. Чем обязана? Да вот, спросить хотел. По балдоху ты не очень скучаешь? Ну а что скучать? Я птица вольная. Знаем, какая ты вольная. Скажи, а это разве не ты у него на посылках всегда была? Не пойман, не вор. Но это если не пойман. Ну вот что, дорогуша. Ну, твой платок. Ну, мой. Ну, что не отпираешься, это хорошо. У Раджи нашли. Не помнишь, когда обронила? Не было меня у Раджи. Так уж и не было. Не было. Угу. Ну, в камере посидишь, подумаешь, вспомнишь что-нибудь. Да? Держи. Благодарствую. Рудников у себя? У себя. Я хочу не повидаться! Дайте мне полицейского! Дайте мне полицейского! Повидаться мне надо с ним! Мне надо с ним повидаться! Я же его никогда не увижу! Я говорил тебе не ходить ко мне на хитровку! Шел! О, Владимир Алексеевич, а вы какими судьбами? Федот Иванович, я слышал, вы княжну арестовали за убийство Раджи. Быстро Москва слухами полнится. Прошу. Ну что, Владимир Алексеевич, а все-таки не дает тебе покоя стезя сыщика, да? А почему вы думаете, что убийца княжна? Вот. Вот именно этим и отличаются профессионалы от любителей. Настойчивостью и скрупулезностью. Вот вы ушли, а мои ребята вдоль и поперек облазили дом Раджи и нашли там вот этот ее платок. А почему ты считаешь, что платок ее? Вся хитровка прекрасно знает, что балдох подарил своей княжне 5 дюжин шелковых платков с монограммой. И вот один из них она у Раджи и обронила. Но ведь этого недостаточно для доказательства вины. Нет, недостаточно. Зато этого достаточно для того, чтобы она признала свою вину добровольно. А она признала? Нет, пока нет. Упрямая девка. Ну ничего, признается. А куда ей деваться? Федот Иванович, а позволь мне с ней поговорить, а? Ну как-то не вяжется. Княжна, дротики. Зачем и Раджу убивать? Владимир Алексеевич, вот ты на хитровке не первый год. И должен знать, что здесь преступления без повода совершаются сплошь и рядом. А поговорить не дам. Ты ее только смутишь. Все-таки я не верю, что Ксения Андреевна могла убить. Мы с ней недавно встретились случайно, поговорили. Она оказалась очень глубоким человеком. Константин Сергеевич, вы идеалист.
Я такого на хитровке насмотрелся. А потом княжна, она воровка, любовница бандита. Прав, Федот Иванович, для убийства на хитровке мотив не нужен. Извозчик! Видел я, как ваш Федот Иванович работает. Ну что ж, наша экскурсия окончена. Я показал все, что мог. Я думаю, этого хватит для работы над пьесой. Благодарю. Со мной? Нет, я, пожалуй, прогуляюсь. Счастливо оставаться. Будете рядом с театром, забегайте. Непременно. Столешник. Ну? Так. Почтеннейший режиссер вламывается на место совершения преступления без разрешения полиции. Прекрасный заголовок для газет. Просто прекрасный. А вы что здесь? Ну, по всей видимости, то же, что и вы. Вот зашел посмотреть, не найду ли чего-нибудь интересного. И как же вы зашли? Да так же, как и вы. Через открытое окно. Должно быть, полиция забыла запереть. Вы слышите? М? Дверь открылась. Кто-то зашел. Может быть, полиция? Вряд ли. А кто? Что там? Тихо! Господа, вы кто такие? А ты кто такой? Я племянник хозяина этого дома. Как докажешь? У меня есть фотография в портмоне. Я тебя сейчас отпущу, но только без фокусов. Как вас зовут? Санджит.
А что насчет вас? Станиславский, режиссер. Гелеровский, репортер. Владимир Алексеевич. Ну? Наслышан. Так это ж с вами дядя в шахматы играет. Так а где он? Вы, наверное, не знаете. Вашего дядю убили. Мы приносим свои искренние соболезнования. Да. Это для меня серьезный удар. Дядя ведь привез меня еще мальчиком из Индии. Дал образование. Как он погиб? В его шее торчал дротик. Скорее всего, отравленный. Странно. Как вы думаете, за что могли убить вашего дядю? Не знаю. Нет, он, конечно, занимался не очень-то законными делами. Да и хитровка полна опасных людей. Но его не так-то просто и убить. При нем всегда была чакра. Чакра? Это что? Древнее индийское метательное оружие. Металлическое кольцо с заточкой по краям. Это она? Да, это она. Значит, схватка все-таки была. Кто-то приходит к Радже ночью. Он его впускает. Беседа перерастает в ссору. Раджа кидает чакру, но промахивается. Вы хорошо знаете этот дом. Вы сможете определить, здесь что-нибудь пропало? Ну, мне понадобится время. Хотя здесь есть тайник. Дядя показывал мне его несколько лет назад. Он просил забрать из него кое-что, если с ним что-то случится. Можем взглянуть. Ее нет. Чего нет? Шкатулки. В ней наверняка что-то очень ценное. Дядя большой любитель редкостей. Начал коллекционировать их, когда служил. Что с ним? Убит. Так. Стоп. Константин Сергеевич, оставайтесь здесь. Я сейчас. Да нет уж, я с вами. Убежал. Угу. Взгляните. А? Странно. Стопа как будто раздваивается. Никогда такого раньше не видел. Действительно странно. Все, что связано с этим делом, все очень странно. Ну что, надо Рудникова звать. Вот он обрадуется. Княжна-то в камере сидит. А значит, нужно искать настоящего убийцу. Ха! Пойдемте. Ты что, профессор? Хочешь убить последнего человека, который испытывает к тебе светлые чувства? Я же их ядом не смазывал. Самое страшное, что тебе грозило, это выбитый глаз. А это, конечно, нормально. Проходите, постреляем. Думаю, что пользуются этой штукой как-то так. Я провел целый ряд опытов, в ходе которых погибла моя любимая крыса. Но у меня осталась вторая. Хотите посмотреть действие яда на крысе? Не стоит.
Мы недавно это видели. Да? Жаль. Профессор, а что это за яд? Вы не представляете, сколько существует растений, из которых можно изготовить потрясающие яды. Выбор зависит от того, как вы хотите убить свою жертву. Моментально или чтобы она помучилась. Если чтобы она... Профессор, ближе к делу. Яд изготовили из косточек редкого растения Абрус прикаторус эо. Ну, в простонародье четочник. На самом деле, чтобы убить человека этим ядом, ему даже не нужно попадать в кровь. Достаточно просто нанести на кожу, и дело сделано. Четочник произрастает в жарких странах с высоким уровнем влажности. Юго-Восточная Азия, Бирма, Индия. Но тогда предположений, как он мог попасть в Россию, у меня нет. Раджа из Индии. Этот дротик – это привет из его прошлого. Ну что ж, профессор, блестяще. Вы, как всегда, на высоте. Ничего нового ты не сказал, но спасибо. Приятно. Может, все-таки посмотрим действие яда на второй крысе? Как-нибудь в другой раз. Ага. Мы, пожалуй, пойдем. Счастливо. Ладно, счастливо. Не ты ли тот самый буфетчик? Я-то буфетчик. Но вижу, вы не водки пришли выпить. За грязными тряпками происхождения не скроешь. Зачем пожаловали, господа? С сатаной поговорить надо. Не знаю такого. А ты скажи, Гиляй пришел, он знает. Ладно. Проводите гостей в преисподнюю. Многие знания, многие печали.
Гиляев, тебе напомнить, что бывает с теми, кто приходит сюда без приглашения? Наверное, то же самое, что происходит с теми, кто не торопится отдавать долги. Это кто? Наш великий режиссер Станиславский. Слышал о таком? Нет, не слыхал. Что, режиссер, занесла нелегкая? У тебя 3 минуты. Хотел узнать, не всплывало ли на хитровке за последнее время какой-нибудь особо ценной вещицы? Но ты же знаешь правила. Я своих не сдаю. Ты тоже знаешь, я ваших не сдаю. Хотел бы переговорить с человеком. Очень ценная вещь, говоришь? Да, очень. Тогда не к нам. У нас работают только с мелочевкой. Если что серьезно, это к Тесту или к Брауну. Браун сейчас на вводах. А Тестов? А Тестов с хитровцами дел не имеет. Только с Балдохом. И только потому, что он виртуоз. Балдох же на каторге. Слышал, он сбежал. Слышал или сбежал? Слышал. Время. Ну, мы пойдем. Был очень рад знакомству. Всего хорошего. По-моему, хорошо сходили. Отлично. Это было убедительно, Владимир Алексеевич. Ладно, надо выбираться отсюда. Прошу. Ага. Как вы думаете, Балдох действительно сбежал с каторги? Ну, если сатана сказал, что слышал, значит, сбежал. А где он может прятаться? Только здесь, на хитровке. А кто такой Тестов? Тестов? Никанор Иванович. Известный в Москве антиквар. А значит, все-таки не брезгует скупкой краденого. Тогда нам надо ехать к Никанору Ивановичу. Обязательно. Благодарю. Владимир Алексеевич, смотрите, Бахус. Работа Микеланджело. Должно быть копия. Да-да, конечно, это копия, дорогой Константин Сергеевич. Но 17 век. Я приобрел ее во Флоренции у графа Строцци. Как я рад. Я мечтать не мог. Видел 3 сестер. Ваш Вершинин. Это что-то потрясающее. Столько сдержанности, благородства. Благодарю. Ах, Владимир Алексеевич, какими судьбами? Уж не криминальную или хронику пришли писать?
Да нет, не хронику. Вот пришел спросить, не было ли у вас днями какого-нибудь интересного предложения? Ох, Владимир Алексеевич. Никанор Иванович. Вот нюх у вас, как у собаки. Ну? Было. Заходил один оборванец. Принес шкатулку необыкновенной красоты. Где взял, понятное дело, стащил. А в шкатулке у меня аж дух захватило. Сама искра Востока. Искра Востока, позвольте, это... Уникальнейшее ожерелье. Изумруд редкостной величины. С золотой оправой, усыпанной бриллиантами. И представляете, господа, я вижу это ожерелье примерно так же, как вас сейчас в руках у какого-то оборванца. И вы купили? Нет. У настоящих антикваров существует правило. Мы никогда не покупаем краденое. Должно быть, сдали оборванца в полицию? Нет, ну что вы, ну это же все-таки клиент, а клиенты для нас святое. Я просто проводил его на выход. И, господа, знаете что? Буквально вчера ко мне пришел следователь с таким акцентом, англичанин, наверное. Красивейшая трость у него была, набалдашник искусной резьбы в форме крылатой бестии с телом человека и головой птицы. И что же следователь? Следователь рассказал мне о краже, хотя не сказал, что именно украли, но я-то сразу понял, что речь идет об искре Востока. Ну и выложил ему все как на духу. Правда, я думаю, что для следователя у него был слишком дорогой костюм. И эта трость... Какая любопытная история. Именно. Я думаю, из нее получится повесть или недурственная пьеса. Как удачно мы зашли. Понимаете? Что, простите? Константин Сергеевич хотел пригласить вас в театр. Меня? Да-да, с супругой. У нас скоро премьера, мы ставим пьесу Горького. Ну, я очень рад, мы, конечно, придем обязательно, с удовольствием. Ну что ж, пожалуй, нам пора. Всего хорошего. Рад был встретиться, господа. Вы уже здесь? Я вас ждал только через час. Черный вход был открыт. И давно пришли? Достаточно, чтобы услышать все, что вы наговорили. Кто эти господа? А вы разве не знаете? Это наши знаменитости. Режиссер Станиславский, писатель Гелеровский. Вам обязательно нужно сходить на какую-нибудь постановку Станиславского. То, что он творит на сцене, это нечто невероятное. Зачем вы рассказали обо мне? Да я всего лишь подкинул им сюжетец для повести или, может быть, пьесы. Не переживайте. Они не воспримут эту историю всерьез. Творческие люди. А в нашем деле связи всегда важны. И потом, вот по этому адресу в 4 часа пополудни вас будет ждать Балдох. Вы точно видели ожерелье? Как вас сейчас. Странно, шкатулка-то с секретом. А секрет этот знали только 2 человека. Один из них мертв, второй – ваш покорный слуга. Дело в том, что Балдох своего рода гений взлома. Нет ничего закрытого, чего он не мог бы открыть. Что-то еще? Обстоятельства изменились. Сегодня вечером я принесу вам ожерелье, и вы сразу заплатите мне всю сумму. О, милейший, нет. Боюсь, это исключено. У вас нет оснований мне не доверять. Тогда как у меня на ваш счет... Ну, в общем, давайте оставим все как есть. Сегодня вы приносите мне товар, а завтра я высылаю вам деньги. Иначе желаю вам удачи в поисках нового покупателя. Хорошо. Договоренность остается в силе. Сами подумайте, ну куда я от вас денусь? Yes, это правда.
Все-таки зря вы рассказали обо мне так много. Черт, английский. Константин Сергеевич, вас ожидают господа Чехов и Немирович Данченко. Прошу. О, Антон Павлович, как я рад вас видеть. Взаимно, взаимно, прошу. Благодарю. Опаздывайте, Константин Сергеевич. Мы уж пообедали. Меню. А я обедать не буду. Благодарю. Как угодно. О, посмотрите, а! О, боже, что это за привет из подземного мира? Это прорыв в ресторанном деле и триумф химии. Приготовление мороженого с помощью жидкого азота. Каково? Это очень любопытно. Ну? Я очень хочу это попробовать. Вот не живется же он спокойно, а? Антон Павлович, у нас Станиславский с сыщиком заделался. Да что вы? Да. Они с Гелеровским не вылезают из хитровских трущоб. С Гиляем? С Гиляем можно, с Гиляем не страшно. Он у меня, кстати, вот прошлым летом отдыхал в Мелехово, так он за день прошел 80 верст, убил медведя, лисицу и множество зайцев. Дело в том, что мы ввязались в одну очень загадочную историю. Константин Сергеевич у нас любитель острых ощущений. А что, я тоже? Лет 10 назад отправился в путешествие. Из Сибири на Сахалин, а обратно пароходом через Китай, Бирму и Индию. Замечательное было путешествие. Множество, как вы говорите, острых ощущений. Вы проплывали мимо Индии. Совершенно верно. Тогда, может, вы слышали о таком странном оружии? Маленькие дротики, пропитанные ядом. Ими стреляют из таких трубочек. Не поверите, но слышал. Антон Павлович, не томите. Проплывая по Индийскому океану, мы сделали остановку у Андаманских островов для того, чтобы подобрать индейца Сикха, который закончил только что службу на британской каторге. Жуткое, по его словам, место. Но не об этом. Он меня расспрашивал о России, я его об островах. И вот как раз там водится племя, спасибо, карликовых дикарей, которые охотятся с помощью вот этих вот небольших отравленных стрел. Очень похоже на то, что вы описываете. А у этого племени были какие-либо особенности? Может быть, врожденное уродство или не все пальцы на ногах? Откуда же я знаю? Но очень даже может быть, потому что живут они крайне бедно. Говорят, что даже продают своих детей британцам в качестве слуг. Господа, да. Все это, конечно, очень занимательно. Давайте, наконец, поговорим о деле. Антон Павлович. Прошу прощения, Антон Павлович. Ваша новая пьеса, кажется, комедия. Ну, не просто комедия. Местами даже фарс. Мне очень нравится, какое я придумал название. Вишневый сад. Простите, может, все же вишневый? Нет, именно вишневый сад. Ну, красиво звучит. Да.
Ну вот. Кстати, как продвигается работа над пьесой Горького? Трудно. С этой цензурой просто беда. Свирепствует. Вам. Благодарю. Ну ничего, я встречался с Гаврилой Харитоновичем. Надеюсь, он поможет. Ну а потом обязательно поставим ваш вишневый сад. Я же говорю, звучит. Господа, прошу меня извинить. Неотложные дела. Антон Павлович, был очень рад вас видеть. Гелеровскому привет. Обязательно. Владимир Иванович, не сочтите за труд, захватите пьесу. Что тут скажешь, Станиславский? Да. Как все-таки интересно. Что интересно? Необычный драматургический поворот. Прямо как у Шекспира. Только мы ушли и… И что? Константин Сергеевич говорит, что такое громкое убийство, абы на кого не спишешь. Вы действительно ничего не нашли? Ничего. Просто чертовщина какая-то. А это что? Ну-ка. Да. Ну, какая-то записка. Кому адресована, непонятно. Да мало ли таких за день пишут. Прошу прощения, Федот Иванович, там безутешная вдова. О. Извините, господа, должен вас ненадолго покинуть. Я прошу вас, не трогайте здесь ничего. Да-да, конечно. Прошу ничего не трогать. Майк, за мной. Эта записка адресована нам. Интересующий вас иностранец проживает в гостинице. А названия нет. Почему вы считаете, что эта записка адресована нам? Я думаю, что иностранец и есть тот самый англичанин, якобы следователь. Зачем такие сложности? Почему Тестову сразу нам об этом не сказать? А значит, он не мог. Эта записка написана сразу после нашего с ним разговора. Мы обсуждали ожерелье, оборванца и англичанина, который интересовался этим ожерельем. Тестова убивают сразу после того, как он рассказывает нам об англичанине. Может быть, убийца и есть англичанин? А почему не оборванец? Тестова убили так же, как Раджу и его племянника. А дротики настолько редкое оружие, что я уверен, убийца один и тот же человек. К тому же вы мне сами говорили, где хитровцы, а где дротики. А откуда англичанин узнал, что Тестов нам о нем рассказывал? Скорее всего, он нас подслушивал. Здесь где-то есть черный ход. Да. Зацепиться не за что. Дайте-ка. Похоже, Тестов перед смертью писал еще одну записку. Никогда бы не догадался проводить такие манипуляции. Но откуда? Я же вам рассказывал. В детстве я мечтал стать Пинкертоном. В одном из своих расследований он вышел на убийцу именно таким способом. Шлюзовая набережная возле заброшенных доков. Потрясающе. Потрясающе. Так вы знаете, где это? Ну, идем. Я более чем уверен, что это и есть место встречи англичанина и оборванца. Нам надо спешить. Они должны были встретиться где-то здесь. Смотрите. Ага, вот
Вот и наш виртуоз. Прошу знакомиться. Легендарный хитровский вор. Месье Балдох. Вот Рудников обрадуется. Долго он его по хитровке гонял. Какая ужасная смерть. Да. Уж поверьте мне, без джиу-джитсу здесь не обошлось. Смотрите. Те же самые странные следы, которые мы видели в доме у Раджи. Значит, преступников было двое. Наш англичанин и некое неизвестное существо с двупалой стопой. Все это очень похоже на то, о чем говорил Чехов. Я думаю, что в этом замешан карликовый дикарь с Андаманских островов. То есть вы считаете, англичанин привез в Россию черт знает откуда этого дикаря? Зачем таким учения? Затем, что у карлика есть уникальное оружие. Дротики, которые несут мгновенную смерть. Может быть, может быть. Ладно, пойдемте отсюда. Нам здесь больше делать нечего. Пускай Рудников этим занимается. Значит, вы утверждаете, что англичанин привез карлика. А почему Балдох убит не дротиком? Потому что завязалась драка. Мне кажется, я понимаю. Балдох сбежал с каторги и прятался у Раджи дома. Княжна об этом знала и навещала его там. Там же обронила свой платок. Поэтому она молчит. Боится сдать Балдоха. Балдох случайно увидел убийц Раджи и спугнул их. Пока он прятался у Раджи, видимо, подсмотрел, где тайник. И когда Раджу убили, воспользовался моментом. Каким-то образом умудрился вскрыть тайник, украл ожерелье и хотел продать его Тесту. Тестов решил не марать руки и отправил за ожерельем англичанина. Балдох узнал в англичанине убийцу и понял, что живым ему отсюда не выбраться. Поэтому, скорее всего, и англичанин, и ожерелье уже где-то очень далеко. Не, Балдох опытный вор. Он бы не стал брать ожерелье на встречу с неизвестным. В таком случае нам надо понять, как же сейчас поступит этот англичанин. Будет искать тайник Балдоха, ну, либо людей, которые знают, где тайник. Например, княжну. Она в полиции. Так просто ее не достанешь. Да, но к ней мы пойдем только завтра. У вас есть какие-либо планы на сегодняшний вечер? Планы всегда найдутся. Тогда придется их отменить. Мы сегодня в 8 играем Чехова. Вы же еще не видели его «Трех сестер»? Нет. Прекрасно. Тарарабумбия, сижу на тумбе, и горько плачу я. Сидит себе здесь, посиживает. А что? Ничего. Вы любили мою мать? Очень. Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, а потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей. Вот тут у меня кипит. Что вам угодно? Меня зовут Уильям Фокс. Я представитель благотворительного общества «Ангелы мира». Мы помогаем людям благородного происхождения, попавшим в сложную ситуацию. Здесь сидит одна леди. Я бы хотел с ней поговорить. Не положено.
Я Уильям Фокс из британского благотворительного общества. Для иностранца вы хорошо говорите по-русски. Я уже 2 года путешествую по России. Мне нравится ваша страна. Очень веселая. Но сейчас не об этом. У меня к вам деловое предложение. Не имею дел с незнакомыми людьми. А мы знакомы, Ксения Андреевна. Заочно. Через Балдоха. Не знаю такого. У него вещь, моя вещь, совсем пустяковая. Она имеет ценность только для меня, потому что принадлежала моей покойной матери. Ну так у него и спрашивайте. Верните ее мне. Я заплачу 5000 рублей. За пустяк? Знакомьтесь, Понго, мой слуга. Очень необычное существо. Последний из племени каннибалов Джарва с Андаманских островов. Без промаха стреляет отравленными дротиками. 1 царапина, и человек мертв. Ну иди, Понго, иди. Ты пугаешь, мадемуазель. Понго, по сути, животное. Никогда не знаешь, что он сделает. Так на чем мы остановились? Ах, да, эта вещь. Она принадлежала моей матери, для меня она бесценна. Я хочу знать, где эта вещь. Я не знаю. Спросите у Балдоха, если найдете. Боюсь, он уже ничего никому не расскажет. Подумайте. Все. Давай. Ну, Владимир Алексеевич, видимо, не избежать тебе прекрасной статьи об эффективной работе московского сыска. А что, есть хорошие новости? Ну, конечно. Вы же сами мне их и принесли. Найден убийца. Некий Балдох, вор и беглый каторжник, который расправлялся с приличными господами с особой жестокостью. А причин мы, к сожалению, узнать не можем, потому что его собственные подельники его же и порешили. А? Ну вы же сами знаете, что это не он. Все, дело закрыто. К тому же я иду делать доклад к оберполицмейстеру. Хорош. А? Федот, можно мы с княжной переговорим? Красивая баба. Да. Дура дурой. Все бабы дуры. Сколько раз я ей говорил, нужно строить отношения с приличными людьми. Ну, она связалась с этим Балдохом. Все они кончают одинаково. Учишь их, учишь. Федот Иванович, ну? Так отпустил я ее. Как отпустили? Вот тебе раз. Задерживаешь неправильно, отпускаешь неправильно. Мне что делать? Что же вы наделали? Она теперь в смертельной опасности. Самосад домашний, кабачок.
Здравствуйте, мадемуазель. Вы что-то решили? Я просил вас помочь найти вещь моей матери. Хорошо. Я проверю тайник, но я пойду одна. Не резон мне тайными местами разбрасываться. Если там что-то есть, я принесу, куда скажете, через 2 часа. Не надо со мной играть. Если вас что-то не устраивает, пускай ваш уродец убьет меня прямо сейчас. Через 2 часа у трактира «Пересыльный» будет стоять экипаж. На козлах будет понга. Не ошибетесь. И пусть ваш уродец не ходит за мной по пятам. Иначе вы никогда не увидите вещь, принадлежавшую вашей матушке. Договорились? Надеюсь, вы понимаете, что обманывать меня смысла нет. Эй, Шишок! Подойди. Слушай, княжна, красивая ты баба. Балдох-то порешили. Давай будешь моей Марухой. Денег не хватит. Ну, это мы еще поглядим. Ладно, слушай сюда.
как-никак балдух наследство немалое оставил. Оставил, не оставил. Твое какое дело? Что балдуха, то мое. Ты же знаешь закон. Без обид. Давай сюда, что взяла. Ну, балдух. Ну, скотина. Тварь, ты кого обдурить решила? Я тебе сейчас так лицо разрисую, что самый последний нищий на тебя не позарится. Рисуй сколько хочешь. Нет там ничего больше. Что смотришь, проваливай. Хотите посмотреть? Вы очень красивая женщина. Я бы предложил вам уехать со мной, но вы вряд ли согласитесь. Не соглашусь. Вы ничего не забыли? Благодарю. Приятно иметь дело с настоящим джентльменом. Отдала? Отдала. Молодец. Иди в тыл. Командование операции беру на себя. Федот Иванович, рада вас видеть. Уважаемая
Авдотья Михайловна, как здоровье Платона Афанасьевича? Надеюсь, что все хорошо. Ему поклон. А я вот ловлю опасного преступника. Федот, может, пора начинать? Я попрошу не вмешиваться. У меня все под контролем. Майков, за мной. Окружить карету. Ну, и где преступник? Вот черт английский, а? Куда же они могли подеваться? Петрухин, иди в трактир, обыщи. Шевелитесь! Федота, вам все перекрыто было, мышь не проскочит. Какая мышь? Где они тогда? На небо вознеслись? Они не святые. Искать! Владимир Алексеевич! Да, Константин Сергеевич. Ну-ка, что там у вас? Ах ты, какой хитрец, а! Там под нами течет река Неглинная и впадает вот в одной канал. Этот тоннель, я знаю, как свои 5 пальцев, никуда не уйдет. Ну, вам со мной нежелательно, а то о костюме придется забыть. Даже не надейтесь, так легко вы от меня не отделаетесь. Ну, как знаете. Федот Иванович, вы дайте нам 2 полицейских, а сами возьмите катер и встречайте нас там, где Неглинная вот в одной канал впадает. Ясно? Что-то я не понимаю, что делать. Смотри, режиссер тоже полез. Так, 2 сюда. Майков, остальные за мной. Быстро! На Крымский мост берем катер и на канал. Там их встретим. Господи, что это? Здесь и не такое можно увидеть. Я думаю, эти каналы не чистились со времен Екатерины Великой. Господа, здесь нам придется разойтись. Вы пойдете в этот тоннель, а мы в этот. Они оба впадают вот в одной канал. Там мы англичанина зажмем. Константин Сергеевич, фонарь видите? Ага. Руки мне могут еще пригодиться. Пойдемте. Благодарю. Осторожно. Постойте. Посмотрите. Что? Нет, мне показалось. А вы уверены, что англичанин нас здесь нигде не поджидает? Не уверен. Но я знаю точно, нам как можно быстрее нужно найти выход. Пойдемте. Не отставайте, Константин Сергеевич. Господин Гелеровский? Не имею чести быть знакомым. Вам и не надо. Не преследуйте меня, и все выйдут отсюда живыми.
Вот так. Вот так. Вот так. Сейчас. Вы были великолепны. Ага, спасибо. С вами все в порядке? Как видите, дайте руку. Может, вам не держаться? А? Спасибо. Надо не дать уйти этому негодяю. Я знаю ход. Сейчас мы ему устроим. Я тебя сейчас тоже. Смотрите, это же они. А катер откуда? Откуда? Подготовился мерзавец. Эй, на берегу! Смотрите, это Рудников. Ладно, будем прыгать. Тормози, Федот Иванович! Тормози! Упустим! Прыгайте! Мы что, будем прыгать? Ага, будем прыгать. Давай! Пошел! Эх, вас потрепало. Упустили преступника-то. А это мы специально, Федот Иванович, чтобы тебе без работы не оставаться. Правильно. Следствием должны заниматься профессионалы. Ходу! Прибавь ходу! Давай!
него что, динамит? Майков, давай рупор. Ну-ка. Эй, там на катере! Прекратите хамство! Отставить динамит! Немедленно причалить к берегу! Ну да, Федот, так он и причалит. Ты черт, заморский. Федот Иванович, так у нас, глядишь, и потопит. Константин Сергеевич, вы плавать-то умеете? Нет. Великолепно. Отставить. Брать будем живьем. Кукушкин, на абордаж! Кукушкин, прыгай! Куда прыгать-то, Федот Иванович? Давай, 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 давай! Федот, Кукушкин улетел! Он не утонет? Кукушкин не тонет. Вы что, будете стрелять? Смотри, в котел не попади, там у него склад с динамитом. Рванет так, что костей не соберем. Я лучший стрелок всей имперской полиции. Я тебя умоляю, Федот. Не болтай под руку. Стоп, машина! Да, был англичанин, а вот и нет его. И больше никто не увидит ожерелья из Кровостока. Прямо как в хорошей трагедии. Вот. Декорация нашего художника Симова Виктора Андреевича. Здесь мы будем играть пьесу Максима Горького «На дне». Здорово. Как в жизни. Да, действительно, как будто в хитровской ночлежке оказался. Кстати, Федот Иванович, вас можно поздравить? Орден Станислава – достойная награда. С мечами. Хотя, честно говоря, я хоть убей не пойму, что это было. Иностранцы, какие-то карлики, отравленные стрелы. Откуда все это в Первопрестольной? Нет, чертовски странное дело. Не более странное, чем человеческая природа. Я думаю, что эту историю можно достаточно точно восстановить, основываясь на человеческих мотивах и поступках. Ну, попробуйте. Эта история началась 10-15 лет назад в Индии. В этой древнейшей и прекрасной стране, порабощенной британцами, во время подавления восстания короля Сикима против британцев из его дворца в Тамлонге пропало уникальное ожерелье из Кровостока. Я уверен, что его украли наш Раджа, который тогда служил в британской армии, и некий английский офицер Бенджамин Норрис. История эта была очень громкая, о ней писали все британские газеты. А я
узнал о ней от нашего художника Верещагина, который тогда жил в Индии. Впрочем, Радже и Норрису удалось выйти сухими из воды. Их вину доказать не смогли. Однако вскоре за какое-то другое серьезное преступление Норриса сослали на каторгу на Андаманские острова. Раджа воспользовался моментом и сбежал, прихватив с собой ожерелье. Благодаря Чехову мы знаем, что в то время мимо Андаманских островов проплывал российский пароход «Петербург». На нем Раджа и отправился в Россию, впоследствии осев на хитровке. Однако Норрису удалось сбежать с каторги, и он тут же начал поиски своего компаньона. Каким-то образом он познакомился с Тестовым, который тогда уже был известным коллекционером, конечно, знал о существовании «Искры Востока» и, скорее всего, к тому времени уже был знаком с Раджой. Именно Тестов подсказал Норрису, где искать Раджу. Вот так Норрис попал на хитровку в ту ночь, когда мы нашли мертвого Раджу в его собственном доме. Ну, это, разумеется, очень интересно все, но мы же никак не можем проверить вашу версию. Поймите, в искусстве факты не столь важны. Если вам удалось убедить зрителя, значит, то, что вы создали, есть правда. Аллаху Акбару, Субханна Робиля, Субханна Робиля, Субханна. Вот что такое человек? Человек — это не ты, не я, не они. Нет. Человек — это ты, я, они. Старик, Наполеон, Магомед в одном. Это огромно. Понимаешь? В этом все начала, все концы, все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Все остальное лишь дело рук его и его мозга. Человек. Это звучит гордо. Константин Сергеевич, вы посмотрите, кого я вам привел. Вот, зашли поздравить вас с блестящей премьерой. Вам правда понравилось? Очень, очень. Вы в этот раз так хорошо сказали. Человек, это звучит гордо. У меня аж сердце зашлось. Вы великий артист. Спасибо, Ксения Андреевна. Не зря Владимир Алексеевич меня по злачным местам водил.
Оно создано для вас. Как ты ухитрилась? Вы очень красивая женщина. Я бы предложил вам уехать со мной. Но вы вряд ли согласитесь. Не соглашусь. Я хотел предложить вам место в театре, но теперь вы обеспеченная дама и можете жить хоть в Петербурге, хоть в Париже. Так странно. Это ожерелье могло бы меня обеспечить на 3 жизни вперед. А я не хочу его оставлять. Константин Сергеевич, возьмите. Да нет, ну что вы. Я ленивый человек, а так я совсем перестану работать. Пожалейте Немировича Данченко. Константин Сергеевич, Владимир Алексеевич, приветствую. Вас все ждут. Да, я иду. Иду. Присоединяйтесь. Спасибо. Вы не хотите присоединиться? Мы едем в Эрмитаж пить шампанское в честь премьеры. Нет, спасибо. Дядь Гиляй, проводи меня. Тебе куда? К себе? На хитровку. Все-таки хитровка. Хитровка мой дом. Я там выросла. Там и останусь. Ну и должен же кто-то петь вечерами в кабаках. Прощайте, Константин Сергеевич. Я буду... Ксения Андреевна. Я никогда не встречал такой женщины. Вы необыкновенная. Это признание в любви? Ваше сердце принадлежит театру, Константин Сергеевич. Поехали, дядя Гиляй. Княжна, давай я тебя до дома провожу. Такое богатство с головой отрежет. Не боишься? Не боюсь. Ты же меня знаешь. Ну ладно. Будь здорова. Спасибо тебе за все, дядя Гиляй. Дядя Гиляй, Владимир Алексеевич. Возьми.
Не, боюсь, сопьюсь. В идеальных условиях жить не приучен. Оставь себе. А что мне с ним делать? Продать я его не смогу. Ну почему? Изумруд расколешь, цепочку переплавишь, продашь своим на хитровке. Конечно, не так дорого, как целый, но все же. Нет. Ломать я его не хочу. Эх. Ну, я, пожалуй, пойду. Да я хоть тебя поцеловать на прощание. Ну, прощай. Прощай. Княжна! Я, кажется, свои часы потерял. Ты их не видела? Все по-честному, дядь Гиляй. Это моя работа. Ладно. Правда твоя. Дарю.